Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. И это очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. В районе, где проживает изолированная коренная община, недалеко от границы с Бразилией, выгорел район лесов, в 2 раза превышающий размер Лондона. На сегодняшний день в юго-восточном регионе, граничащем с Бразилией и Парагваем, опустошено 280 тысяч гектаров, что чуть менее чем вдвое превышает площадь того же Лондона. По состоянию на 21 августа 2021 года пожарная часть Боливии в Санта-Крус сообщила, что еще не удалось локализовать 15 пожаров, и они продолжают угрожать, в частности, заповеднику Нимбигуасу. Нимбигуасу означает «великое убежище» и является домом для коренной общины Айорео, которая находится в состоянии добровольной изоляции, а также для ягуаров, муравьедов пум и ночных обезьян. По данным Фонда друзей природы, по всей Боливии до конца июля сгорело более 749 тысяч гектаров, на 62% больше, чем за тот же период в 2020 году. Фермеры и скотоводы часто устраивают пожары, чтобы увеличить урожай, но из-за очень засушливых условий и ветра они быстро теряют контроль над пламенем. Сообщалось о сильных ветрах в регионе, которые, по словам экологов, способствовали усугублению недавних пожаров. Паводок, охвативший 12 штатов Судана, затронул около 60 тысяч человек и разрушил более 3,8 тысяч домов. Наводнение захлестнуло части страны в конце июля и в начале августа во время сезона дождей. Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, 3848 домов были разрушены, 8514 зданий оказались повреждены. В заявлении Национального совета гражданской обороны Судана сообщается, что в результате ливней и наводнений погибли 43 человека. Сильнее всего потоп затронул побережье реки Нил, где пострадали более 27 тысяч человек. В районе Барбар было разрушено 1738 домов, 20 тысяч человек остались без крова. В штате Гедареф наводнение разрушило 528 домов, 7710 человек были вынуждены эвакуироваться. Река Нил в нескольких местах превысила опасный уровень. 22 августа 2021 года высота воды в Адбаре составляла 16,12 метра, при опасной отметке в 15,78 метра. В Шанди река достигала уровня 17,86 метра. В столице Хартуме Нил достиг показателя 17,06 метра при уровне опасности в 16,5 метра. 9 крупных лесных пожаров охватили северную часть американского штата Калифорния, в результате чего более 42 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Самым опасным является пожар в Калдоре, в результате которого было выжжено более 43 тысяч гектаров. Огонь в Калдоре удается сдерживать лишь на 5%. Он может распространиться в населенные пункты вокруг озера Таха, где людей предупредили, чтобы они были готовы экстренно эвакуироваться. Плотный дым от масштабного лесного пожара в понедельник окрасил небо над озером в оранжевый цвет. Агентство по охране окружающей среды сообщило об опасном качестве воздуха во всем регионе. Пожар Дикси, второй по величине в истории штата, горит больше месяца. Площадь сожженных земель превысила 800 квадратных километров. Огонь локализован на 40%. Тихоокеанский юго-западный регион лесной службы США 23 августа 2021 года объявила о закрытии 9 национальных лесов в Калифорнии до 6 сентября из-за экстремально опасных пожарных условий по всей северной части штата, а также по причине перегрузки ресурсов пожаротушения. На Аддис-Абебу, столице Эфиопии, начиная с 17 августа 2021 года обрушились проливные дожди, вызвав смертоносные внезапные наводнения. Жертвами паводка стали по меньшей мере 7 человек. По данным группы реагирования на стихийные бедствия, 1 человек все еще числится пропавшим без вести.
Несколько местных жителей получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в больницы. Городская дренажная система не справилась с огромным количеством дождя. Мегаполис сильно пострадал от паводка. Дороги превратились в реки. Транспортное сообщение было нарушено. Десятки людей покинули свои затопленные жилища. Некоторые семьи выбрались на крыши домов, ожидая помощи. Команды спасателей обходили здания от двери к двери, вызволяя людей, оказавшихся в ловушке. Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло в районе Южных Сандвичевых островов. Сейсмическое событие было зарегистрировано 22 августа 2021 года. Гипоцентр сейсмособытия залегал на глубине всего 10 километров. Сведений о каких-либо разрушительных последствиях не поступало. Южные Сэндвичевы острова не населены людьми. В тот же день в полночь Южные Сандвичевые острова сотряс мощный уже подземный толчок магнитудой 6,8 балла. Проливные дожди в штате Теннесси, США, привели к сильным наводнениям в нескольких округах. Как минимум 10 человек погибли и 31 числятся пропавшими без вести. Жилые дома были затоплены, людей пришлось эвакуировать при помощи лодок. В городе Уэверли, округ Хамфрис, вода поднялась настолько высоко, что местами людей спасали с чердака, поднимая бульдозерный ковш к окну. Национальная гвардия Теннесси направила в пострадавшие районы военных и авиацию. На местах бедствия действуют 3 вертолетные группы и команды экстренного спасения на воде. В округах Хамфрис и Хикман отключена сотовая связь. Паводок затопил участки важных автомагистралей. Национальная служба погоды США объявила о чрезвычайной ситуации, связанной с внезапными наводнениями, когда в округах Диксон, Хьюстон, Хамфрис и Хикман за сутки выпало более 380 мм дождя. Это четверть от нормального количества осадков за год. Метеорологи пояснили, что западные и центральные части Теннесси находятся под действием погодного фронта с рекордным количеством атмосферной влаги. А тем временем в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии в России в результате сильного града на территории 2 станиц были повреждены сельскохозяйственные угодья и частные дома. Ранее в региональном управлении МЧС сообщали о возможных сильных дождях с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. Впоследствии фиксировался подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема. И на этом выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересные новости о климате или видео с места событий, присылайте их на электронный адрес, указанный в описании под видео. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Берегите себя. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.